Сегодня в семантическом серфинге мы нырнем в глубокие воды арабского языка и проследим семантическую судьбу одной группы букв. Похожие сочетания букв, дают ли они похожее значение? Чаще всего да. Герои этого выпуска: Рафаа, Дафаа, Сафаа, Сафаа, Шафаа, Кафаа, Нафаа. Соединяя эти буквы, мы слышим один и тот же ритм, не так ли? Давайте посмотрим еще раз. Фа. Четко видна структура фа. Интересно, что в большинстве этих корней есть идея движения. Толкать, ударять, тянуть, продвигать, направлять силой. Итак, первый глагол рафаа. Арабский глагол с самым выраженным движением вверх. Глагол возвышение и подъем – это движение снизу вверх, изменение положения по вертикали. Не всегда физическое, иногда образное. Рафа саутуху. Он повысил свой голос. Рафа дауа. Он подал, или дословно, он поднял дело в высшую инстанцию. Рафа – физически или переносно движение вверх. Дафаа – толкать, продвигать силой. Даже когда вы платите, это толкание. Вы словно толкаете деньги вперед. Один и тот же глагол означает и толкать, и платить. Образное значение также возможно. Подталкивать кого-то на какое-то действие. Логика та же. С силой переместить что-то прочь. Итак, рафаа, дафаа. Следующий глагол сафаа. Это, пожалуй, самый яркий глагол удара в этой группе. Это чистое кинетическое действие, направленный импульс, контакт и удар. Удар ладонью, пощечина. Движение здесь направлено вперед, к поверхности или к лицу. В корне быстрое толкающее ударное действие открытой рукой. Легкое или сильное, но всегда с направленным импульсом к поверхности. Если сафа – это удар ладонью, то сафа уже не удар, а захват. Рывок. Значение схватить и потянуть. Тащить, волочить. Схватить за часть тела и резко потянуть на себя. Семантически он близок к сафа. Там ударное воздействие, здесь тянущее. Оба глагола передают направленную силу, физическое движение. В классическом арабском глагол сафа означает резко схватить и тащить за чуб, за челку. Именно так это действие описано в Коране. В суре Аляк используется именно глагол сафаа. Если человек не прекратит свое зло, его схватят за челку и, волоча за чуб, повлекут к месту наказания. По силе и импульсу он близок к сафаа. Там удар, здесь захват и тянущее движение. В обоих глаголах слышится один и тот же импульс, направленная силовая динамика. Так, внутри группы фаа снова проявляется движение. Теперь переходим к другому хорошо знакомому корню. На первый взгляд кажется, что этот глагол отличается от предыдущих. Поднимать, толкать, ударять, тянуть, волочить. Во всех этих корнях есть общее движение, направленность и сила. Но можно ли говорить о движении в глаголе нафаа? Казалось бы, нет. Если представить, что дающая рука сверху, а принимающая снизу, то польза как будто снисходит сверху вниз. Рука помощи, благо, движется к нуждающемуся. Так и в глаголе нафаа можно увидеть направленное движение, движение пользы к тому, кто ее получает. Кафаа имеет несколько значений. Основное значение – съеживаться, обычно от холода. Вторичное значение крайне редкое и практически не употребляется в классических арабских словарях. Это значение возникает реже и обычно уже в более узких контекстах. Ударить по руке, по пальцам, обычно предметом, палкой, дощечкой или линейкой. Это резкое силовое воздействие сверху вниз. И снова типичное движение нашей группы, направленное силовое воздействие. Если сафа – это удар ладонью, то кафа – это удар каким-либо предметом. От глагола можно образовать орудие удара или исму аля, микфа, что-то вроде прута или дощечки. Также очень редкое и практически не зафиксированное в словарях слово. Тем не менее, по словообразовательной модели арабского языка,
Такая форма возможна и понятна носителю. Итак, скажете вы, с этими глаголами ты выкрутилась. Поднимать, толкать, бить, тянуть. Действительно, получилась цельная смысловая группа. И даже кафа удалось логически втиснуть. Но как сюда вписать шафа? Корень, имеющий значение ходатайствовать, быть посредником, заступаться, а также делать одно двойным. Во всех глаголах с финальным звуком фа мы наблюдали связь движения и направления. Предлагаю вам сделать зарядку для ума. Подумайте, разве в значении заступаться, становиться посредником, разве нет идеи движения между двумя сторонами? Или же другой смысл шафа? Сделать одно двойным. Соединить пару. Разве здесь нет движения, приближения одного к другому? Свои ответы пишите в комментариях. Корни с похожей последовательностью букв часто объединяет общая идея движения или направления. Мы это четко увидели на сегодняшнем примере группы глаголов с окончанием «фаа». Короче говоря, один глагол может поднять, толкнуть, подвинуть, дать пользу и даже дать пощечину. Надеюсь, вам понравилось изучать арабский вот так, с полным погружением в его семантику. Друзья, хочу сразу отметить, что материал для этого видео я взяла с очень качественного турецкого канала. Чаще всего я создаю материалы сама, но когда натыкаюсь на действительно хороший и полезный контент, не могу удержаться. Мне хочется поделиться им с вами. Я адаптирую, добавляю что-то от себя. Надеюсь, этот материал будет вам полезен. Если вы знаете турецкий язык, переходите по ссылке в описании на оригинальный канал правообладателя.